Мужчина то появляется, то исчезает. Почему так происходит и что, собственно, делать? Женщины эти вопросы задают часто, потому что, к сожалению, нередко бывают такие ситуации, когда мужчина так себя ведет в начале отношений. То есть вот вроде бы как встречаются, потом он пропал, потом опять появился, все это происходит как-то неожиданно, непонятно, у женщины возникает куча сомнений. Спросить мужчину еще пока особо не спросишь, потому что начало отношений, знаете, в начале отношений мы не все вещи можем спрашивать, а, например, если он в данный момент пропал, так и спрашивать как бы некого. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы с вами постараемся разобраться с теми возможными мотивами, которые могут быть в голове у мужчины, почему он может так себя вести противоречиво. И, соответственно, мы с вами также разберемся с тем, как женщине себя в этой ситуации вести, что же делать. Если вам эта тема кажется интересной, обязательно поставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, и мы с вами начинаем. Первая ситуация, когда мужчина пропадает, это если у мужчины есть такое вот внутреннее противопоставление свободы личной внутренней и привязанности, близости, обязательств, каких-то вот таких вот вещей, что для него ассоциируется с несвободой. Почему это может так происходить? Предположим, мальчик рос в семье, которая была социально благополучной, так сказать, но там были определенные психологические перекосы. Предположим, от него очень много требовали его любящие родители. То есть мама его любила, но она требовала, чтобы он приходил обязательно с пятерками, только с пятерками из школы, и плюс, чтобы он ходил на все секции и там приносил там со всех олимпиад какие-то медали и так далее. И у него есть такая вот внутренняя какая-то сцепка, что там, где меня любят, там, где есть близость, там очень высокая планка. Я должен очень дорого за это платить. Соответственно, во взрослой жизни, когда он сближается с женщиной, ему интересна женщина, он чувствует эту приближающуюся близость, но вместе с этой приближающейся близостью он чувствует, что я должен буду показать ей, что я наилучший любовник в постели, что я наилучший добытчик, как вот ее мужчина, что я буду зарабатывать все деньги мира для этой женщины и так далее. То есть он сам на себя накладывает какие-то невозможные такие супер требования, из-за чего его эти отношения начинают пугать, и он из этих отношений, так сказать, выскакивает. Вторая вещь — это ситуация, когда у мужчины несерьезные намерения. Тут надо сказать, что мы, когда сближаемся, мы, как правило, какие-то шаги выполняем в сближении. И есть люди, которые очень хорошо выполняют первые какие-то шаги. Знаете, как вот если шахматная партия Е2, Е4 я знаю, но я не могу довести ни одну партию до конца. Потому что в какой-то момент я упираюсь с какими-то непреодолимыми внутренними эмоциями. Внешне это может быть связано с чем угодно. Например, мужчине, он не может сказать женщине, что он ее любит. Он не может ее познакомить с важными для себя знакомыми или родственниками. Для него это важно, но он не может ее познакомить. Он не может ее пригласить к себе домой. То есть, предположим, мы вот полгода встречаемся с тобой, уже во всех дорогих ресторанах побывали, куда-то ездили отдыхать, но к себе домой я тебя пригласить не могу, потому что для меня это очень важно и очень ценно. То есть, с одной стороны, я не могу тебя не приглашать дальше, но с другой стороны, и пригласить я не могу, потому что, вроде бы как что-то такое произойдет, к чему я не готов. В такой ситуации мужчина, когда доходит до этого вот момента, когда он уже не выносит дальше вот это эмоциональное напряжение этих отношений, он из отношений сливается, и либо начинает такие же отношения с какой-то новой женщиной, то есть он начинает эту новую шахматную партию, там, где он хорошо разбирается, как это делать, либо он может через паузу вернуться к этой же женщине. То есть со стороны женщины может быть так, что вот был мужчина, у нас с ним как-то развивались отношения, потом он куда-то исчез, а потом через время он появляется, но поскольку у нас же была пауза, то мы не с того же места начинаем, а немножко откатившись. То есть вот мужчина ведет себя таким образом, женщине совершенно непонятно, что здесь происходит. Третья ситуация, когда мужчина может тут так вот появляться, исчезать, потом опять появляться, это если у мужчины близость связана с каким-то негативным опытом. То есть в его опыте была ситуация, когда он любил женщину, была сформирована вот эта вот привязанность, но потом была какая-то, не знаю, измена, предательство, какие-то были неприятные вот эмоции. Ему с этими эмоциями очень тяжело пришлось, он их не пережил, не отпустил, он до сих пор несет в себе эту связку близости и вот этих вот каких-то ранящих таких эмоций. И вот он сближается с женщиной, они начинают как-то вот сближаться, и в какой-то момент, когда он чувствует, что вот, это становится достаточно важным для него, он чувствует вот это вот возможное возникновение боли, такое предвосхищение, и он исчезает из этих отношений, но он исчезает из этих отношений не как это обычно бывает, когда мужчине и женщине неинтересно, он исчезает с такими сигналами ухода, с сигналами отсутствия энергии, сигналами отсутствия интереса. Мужчина исчезает из таких отношений, продолжая подавать женщине сигналы, что она ему интересна. То есть женщины же так вот и говорят, что все же было так хорошо, он так на меня смотрел, я чувствовал эту вибрацию, и он исчез. И вот из-за этих противоречий мне непонятно, что с ним происходит. А происходит с ним то, что он на самом деле хотел бы быть с вами, он хотел бы быть в близости и в привязанности, но он не может себе это позволить из-за той боли, с которой он не может справиться. Следующая ситуация — это если у мужчины есть амбивалентность, то есть такая двусторонняя направленность, или другими словами, он все ваши сигналы воспринимает противоречиво.
То есть вот вы ему написали, например, созвонимся, он одновременно думает, так, ну созвонимся, это означает, что мы можем созвониться и дальше продолжить общаться, то есть это какой-то вроде как положительный сигнал, говорящий о том, что женщина хочет общения. Либо созвонимся, это может быть таким формальным способом закончить отношения, и чтобы как бы я не обижался. То есть на эмоциональном уровне, не на когнитивном, а на эмоциональном уровне мужчина воспринимает все сигналы вот такими вот противоречивыми и двусторонними. То же самое касается его чувств. У таких мужчин часто есть то, что называется ангидонией, то есть невозможность узнавания своих чувств. Человек понимает, что вроде бы у него есть какие-то эмоции, но ему сложно понять, он как бы влюблен, он заинтересован, он гневается, он рассержен, он встревожен. Ему это непонятно. Это как, знаете, вот что-то бурлит под крышкой, но крышка закрыта, и тебе непонятно, что там бурлит. У мужчин часто эмоциональность так подавлена, что мужчине сложно понять, как я отношусь к этой женщине, а мне же еще сложно понять ее сигналы, как она ко мне относится. В такой ситуации, когда у мужчины амбивалентные чувства, он и ведет себя амбитендентно. То есть он то идет к женщине, то уходит от женщины, то он появляется, то он исчезает. Ну и самый главный вопрос, что же делать в такой ситуации, как женщине себя вести. Дело в том, что основная, главная причина такого поведения мужчины заключается в том, что женщина прежде всего позволяет мужчине так себя вести. Вы видите, во всем, что я перечислил, как правило, это какие-то внутренние процессы мужчины, а не то, что связано с женщиной. То есть мужчина себя так ведет, потому что у него есть какие-то процессы, и женщине нужно определиться, она готова с этим находиться с мужчиной в отношениях или не готова. Бывает так, что мужчина действительно как-то ведет себя немножко так вот робко, нерешительно, он то появляется, то исчезает, но в принципе интерес женщины к этому мужчине настолько велик, что женщина может решить, что я могу себе позволить такое вот странное его поведение. Надеюсь, что в дальнейшем оно изменится, но вот на этом этапе, предположим, я с этим окей. Либо женщина должна себе честно сказать, что я с этим не окей. Он относится ко мне несерьезно, мне не нравится, что он вот исчез, например, появился и никак не объясняется, не извиняется. Если мне с этим не окей, то тогда я просто не должна принимать мужчину с таким его поведением, и тогда, собственно, проблема и разрешается. То есть, по сути, женщине для того, чтобы успокоить свое состояние, вместо того, чтобы размышлять о том, почему там мужчина так себя ведет, что происходит в голове у второго человека, нужно разобраться с головой первого человека. Каковы мои истинные намерения, мои истинные потребности и что я планирую с этим делать. Вариантов всегда два. Ты можешь либо позволить себе немножко побыть в этом, либо ты можешь от этого отказаться. И как только ты поймешь, что это твое решение и ты делаешь то, что хочешь ты, в этой ситуации сразу любые вот эти сомнения, переживания и какие-то вот нервы, они тут же пропадают. Каждый человек управляет своей собственной жизнью, и это важно не забывать, но в отношениях мы это часто забываем, потому что вот в самом начале отношений, когда формируется близость, вот эта стадия слияния, когда хочется быть, знаете, вот вдвоем перемешанными с другим человеком, мы часто забываем, что наше решение, оно первостепенно. Нам хочется угадать решение другого человека, как это было в детстве, когда мы были одним целым с нашими родителями. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы сталкивались с такой ситуацией, что вот мужчина то появляется, то исчезает. Собственно, что вы делали в такой ситуации, как вы с этим разобрались и как вы из этой ситуации вышли. Я вам буду очень благодарен за ваши такие конкретные примеры. Если вам эта тема интересна, видео понравилось, обязательно поставьте лайк, я вам буду очень благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы меня не потерять. Можете этим видео поделиться в своих соцсетях. Берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.